Здравствуйте. Здесь Игорь и два осциллятора в моей модульной системе, которые нуждаются в калибровке. Что это и зачем, сейчас объясню. Так выглядит строй аналогового синтезатора. По горизонтали ноты, по вертикали отклонений от идеальной настройки в центах. Цент — это 1/100 полутона равномерно темперированного строя, или 1/100 расстояние между соседними клавишами. А это строй одного из моих осцилляторов. Он более-менее попадает в ноты только в диапазоне одной октавы. Чтобы это поправить, и нужна калибровка. Для начала осцилляторы нужно прогреть. Включить рэк минут на 20. Переключатель октав должен менять напряжение ровно на 1 вольт. На плате есть контрольная точка для проверки. Обычно процесс калибровки напоминает бесконечный пинг-понг. Вы подстраиваете частоту, переходите на октаву выше или ниже и корректируете триммером. Потом на исходную ноту и снова подстраиваете частоту. Потом снова триммер. Проиллюстрирую. Выход MIDI-CV на вход осциллятора. Среднее до. Теперь на октаву выше. Должно быть до, но нет. Триммер. В моем случае крутить нужно в противоположную сторону, что совсем не очевидно. Назад. Подстраиваю. Снова вверх. Прогресс. И так сколь угодно долго, пока не будет строить в нужном диапазоне. Есть способ проще. Достаточно крутить триммер, а питч будет менять программа, которую написал программист и музыкант-электронщик The Slowgrows, за что ему большое человеческое спасибо. Ссылки в описании к видео. При калибровке MIDI-CV-конвертер — слабое звено. Он должен быть точным и лучше с заводской настройкой. У меня есть Arturia Keystep, и его можно использовать как MIDI-CV. Выход MIDI на вход Keystep. Выход Pitch CV в 1 вольт на октаву. Треугольная волна. Переключатель октав в крайнее левое положение. И отвертка поудобней. Выбираю аудио и MIDI интерфейс. Программа определяет частоту, измеряя переход волны через 0 за несколько периодов. Грубо за 20, но лучше взять 100. Это параметр Resolution. Диапазон и шаг настройки. Чем шире и точнее, тем длиннее процесс. Для первоначальной калибровки рекомендуется пошире. Задача. При помощи триммера уложить значение в коридор плюс-минус 2 цента. А еще лучше построить плоскую горизонтальную линию. Зеленая область показывает разброс питча при измерении. Как-то так. Оценить качество настройки помогает отчет по осциллятору. Он строится автоматом минуты за 4. Нужно только задать опорную частоту.
Результат можно сохранить. Я перерисовал покрупнее. Финальный тест с блэкджеком и родным MIDI CV. Нормально. Для панк-группы. Несколько эвристик, если что-то не получается. Проверьте стабильность питания и 1 вольт на октаву в MIDI CV. Поменяйте MIDI CV на заводской. 16 бит, если есть возможность. Попробуйте другую форму волны или немного подрежьте верхние гармоники фильтром. С помощью тюнера оцените, как долго прогревается осциллятор. Температура транзисторной сборки в рабочем режиме должна быть примерно на 10 градусов выше температуры окружающей среды. В следующем видео будем патчить звук. Процесс тонкой настройки чего-либо в модульном синтезаторе может вызвать зависимость. Будьте осторожны.